Привет, друзья! Сегодня будем готовить один из самых элегантных и вкусных десертов французской кухни – крем-карамель. Первым делом мы займемся карамелью. Ее можно приготовить двух способов – сухой и мокрый. И я выбираю сухой способ, так как у него есть меньше сюрпризов. В сотейнике отправляем сахар и начинаем нагревать ее не на большом огне. Главное, не отходите далеко от плиты, чтобы ваш карамель не сгорел. Когда он уже полностью растворится на дне и начнет таять с боков, можем подключить лопатку и слегка перемешиваем, чтобы вся сахар растопилась и у нас появился красивый янтарный цвет. Горячую карамель мы разливаем по формочках. Наши формочки готовы, и сейчас им нужно просто отдохнуть, чтобы карамель хорошо схватилась. И если вы замечаете, мой сотейник я не помыла. А все потому, что к нему я добавлю молочко, и так наше молоко получится намного вкуснее. Тем временем мы в миске сбиваем яйца, сахар и щепоточку соли. Это все доводим до однородной консистенции. Наше молоко уже готово, и теперь нужно ввести его в нашу яичную сахарную смесь. Вводим в два этапа. Сначала мы по чуть-чуть, то есть маленькую часть вводим, и быстро мы мешаем. Очень быстро. Теперь мы потихонечку оставшееся молоко добавляем к нашей смеси. Готовая смесь мы процеживаем через сито, так, чтобы мы убрали все излишки пены. Наша смесь уже готова, и посмотрите, какое количество пены осталось. Теперь заливаем наши формочки практически до верху, но оставляем где-то полсантиметра. Если у вас на поверхности остались вот такие пузырьки, они, конечно, не слишком мешают, но если вы хотите идеальнейший крем-карамель, нам нужно их убрать, и это нам поможет вот такая полотенка. Берем, скручиваем вот так чики-поки и начинаем просто убирать. Большую форму заполняем горячей воды, так чтобы она доходила где-то до середины наших формочек. И теперь нам можно отправлять в духовке, предварительно нагретую до 150 градусов, где-то на минут 40-50. И да, я забыла показать на видео, что я в молоке добавила чуть-чуть ванильного экстракта. Наши формочки мы оставляем, чтобы остыли при комнатной температуре. После этого мы помещаем в холодильнике и оставляем минимум на 4 часа, а лучше всего это 12. Наш крем-карамель уже остыл, и при самой подаче нам нужно с помощью острого ножа пройтись по всей формочке вокруг, чтобы вот этот край отлип. При самой подаче накрываем десертные тарелки, приворачиваем и стряхиваем аккуратно, так как десерт очень нежный. Десерт получился очень нежный и вкусный. Если вы его никогда не делали, то не бойтесь его сделать. Получается с первого раза. Если вам понравился сегодняшний рецепт, поставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребята. Пока!